Каждый день я наслаждаюсь своей жизнью. Это правда. Здесь я чувствую себя очень счастливым. Вообще, впервые я оказался здесь 5 лет назад. Это был всего лишь месяц. И знаете, мне очень здесь понравилось, потому что здесь очень добрые и приветливые люди. Здесь все люди живут в мире и спокойствии. Именно поэтому я выбрал жить здесь. В моем жилом комплексе есть сауна, есть бассейн, тренажерный зал, и каждое мое утро начинается с тренажерного зала. Затем я возвращаюсь в квартиру, готовлю себе завтрак. После этого я иду плавать в бассейн, а по вечерам хожу в сауну. В Таиланде я уже живу, получается, 13 лет. Приехала сюда когда-то, за год до этого, туристка. Мне очень полюбилась эта страна. Первое впечатление это было вообще капец, куда я попала, это какой-то ужас. А уже к концу этого дня я сказала, я хочу здесь жить. Вот, в итоге я познакомилась с тайцем, и через год я переехала сюда и начала здесь жить и работать. Думаю, из всех стран, где можно жить комфортно и недорого, Таиланд, точно входит как минимум в топ-10-15. Я живу в Паттайе уже около 3 лет вместе с супругой и сыном, сыну 6 лет. Сначала мы ездили в Таиланд, как все, в отпуск, потом это были зимовки, в итоге стали жить уже на постоянной основе. Работаем в сфере информационных технологий и финансов, ребенок учится в международной школе. Я в Таиланде уже 2 месяца, и мне на самом деле очень нравится, потому что до этого я жила в Дубае, и сейчас лето, там дикая жара, я решила попробовать себя в Паттайе. Да, здесь действительно очень хорошо. Прекрасно жить, очень комфортно, очень дешевые цены и вкусная еда. Я очень люблю морепродукты, понимаете, да? Поэтому жить здесь более комфортно, чем в моей стране. Потому что в моей стране есть морепродукты очень дорого. Да, правда. На самом деле я много где жила и много путешествовала по миру. Чем отличается Таиланд? В первую очередь это очень приятным климатом, цены, потому что в Дубае, понятно, это все заоблачно, а здесь за копейки можно и снять квартиру, и очень вкусно кушать, и ходить на всякие разные экскурсии. I have a retirement visa. I am here. Я живу здесь уже 14 месяцев. Что касается пенсионной визы, если вы хотите воспользоваться ей, вы сможете жить по ней в Таиланде 1 год. Получить такую визу не так сложно. Здесь есть много офисов компаний, которые предоставляют помощь в получении. Вы просто даете ваш паспорт, и они все делают за вас. Поэтому да, получить визу несложно, но вы должны быть на пенсии. 50 лет и старше. Для мужчин и женщин возраст одинаковый. Если вы достигли этого возраста, вы вправе получить пенсионную визу. Но есть и условия, по которому вы должны иметь деньги на счете минимум 800 тысяч тайских бат. Но есть еще один вариант. Вы можете предоставить финансовые документы, которые подтверждают, что ваш доход или пенсия в месяц больше 65 тысяч бат.
я буду совершать свой первый border run, потому что 60 дней уже позади, и я это буду делать первый раз. Мне на самом деле самой очень интересно, как все это будет проходить. Нужно будет ехать до границы Камбоджи 5 часов на маршрутке. Там тебе на границе просто делают штамп, и вы, собственно, возвращаетесь обратно. Если вы хотите путешествовать по Таиланду, вам достаточно просто штампа на 60 дней. Но вот если вы хотите здесь жить, вам уже нужны совершенно другие документы. Также обратно пути 5 часов. Ну, в общем, я думаю, я смогу пережить эти 10 часов в автобусе, и меня ждут снова потрясающие 60 дней в Таиланде. Что ж, Майнд, давай потренируемся. Что бы ты хотела поесть? Сегодня мне бы хотелось поесть папайя-салат. Я хочу очень острый. О, да, обычно он очень острый. И я знаю, что это очень популярное блюдо в Таиланде. Да, а еще том-ям с креветками. О, да. Знаменитый том-ям. Я просто обожаю том-ям. И я пробовала разные. Большинство школ предоставляют возможность изучения как английского языка, так и тайского языка. Я останавливалась на изучении английского языка. Это можно изучать как онлайн, так и офлайн, приезжать непосредственно в школу. Конечно же, это большой круг общения, возможность общения с носителями языка. В картах я просто нашла языковые школы в Паттайе. Можно с ними списаться, списалась я с ними на английском языке. Все достаточно просто, объяснили. И после этого можно, конечно, посетить эту школу, посмотреть, познакомиться, еще раз обсудить все условия и, конечно же, выбрать тот вариант, который тебе больше всего подходит. Что касается учебной визы, она выдается тем, кто хочет учиться в Таиланде. Это касается не только различных языковых школ, но и университетов. Конечно, вам нужны подтверждающие документы из вашего учебного заведения. Что за программа, по которой вы будете учиться, и, соответственно, у вас должна быть заверенная бумага из вашего учебного заведения. Привет! Меня зовут Макс. Да, прямо сейчас мы находимся возле 11-го корпуса. Он является международным. И сейчас я хочу показать вам место, где все мы собираемся, чтобы отдохнуть после уроков, а иногда и между уроками. Давайте посмотрим, что внутри. И вот смотрите, внутри находится вот такое место для отдыха. А еще здесь есть кафе, и это очень удобно. А также у нас есть большой актовый зал, где проходит много разных мероприятий. Вот и сейчас здесь что-то идет. У вас обязательно должно быть расписание занятий из университета или школы, и там должно быть указано, что в данный период вы не учитесь. Тогда вы получаете возможность покинуть страну и сохранить визу. Но все это очень серьезно и делается через посольство. Самое важное, наверное, что по этой визе ты не можешь спокойно выезжать и заезжать в страну. А если такая необходимость есть у тебя, то для этого тебе необходимо получить разрешение со школы. Тебе подготавливает школа необходимый комплект документов, которые ты предоставляешь уже потом на паспортном контроле, когда ты выезжаешь и заезжаешь в страну. То есть важно понимать, что в течение этого года ты должен изучать язык на территории этой страны, и просто так выезжать, заезжать ты уже не сможешь.
Здравствуйте, госпожа О. Как у вас дела? Спасибо, хорошо. Вы сегодня работаете или нет? Работаю, да. Работаете, да? Да, я работаю сегодня. И у вас на этой неделе нет выходных, верно? Вообще есть выходные, но мне нужно отработать все 10 смен, так что пока отдыхать некогда. Понял. Я живу здесь уже более 12 лет. С самого начала, как только я приехал, буквально в течение 3 месяцев, я понял, что мне нужна собственная компания, и я буду делать свой бизнес. Я решил пойти просто и искать место под офис. Тогда я еще не говорил на английском языке, то есть я знал слова, нас учили в школе просто читать, писать, но говорить у меня не получалось, не говоря уже о тайском языке. И на протяжении вот этого срока, примерно 3 месяцев, я искал помещение под аренду офиса. Давно на этой улице не был, здесь в центре, очень давно, уже несколько лет. И давно не ходил, она изменилась конкретно. Здесь раньше был 7-Eleven, вот в этом самом месте был 7-Eleven, здесь был обменник, рядом с обменником был туристический офис, сейчас просто бар. Я просто стучался в двери, можно сказать, разговаривал на пальцах, потому что Google переводчика еще тогда в моем телефоне не было, и спрашивал, можно ли арендовать у вас там какой-то кусок помещения там, или целиком помещение. Но мне называли такие космические цифры, что я понял, что моего бюджета от проданного автомобиля, стоимость проданного автомобиля совсем недостаточно для того, чтобы это сделать. Вот, поэтому на первых порах мне удалось арендовать только небольшой кусок, небольшую часть помещения, там примерно 4 квадратных метра, для того, чтобы, в принципе, открыть компанию, иметь адрес для открытия компании и получить бизнес-визу. Вот здесь вот было первое место, которое мы арендовали. Сейчас здесь делают оптику. Странное место немного для оптики, хотя здесь очень хороший трафик, именно уличный, много людей гуляет здесь, особенно в сезон, много иностранцев. Что же касается бизнес-визы, она нужна тем, кто хочет работать в Таиланде или иметь здесь свою компанию. Эта виза называется Non-B – бизнес-виза. Для начала вам нужна компания для работы или вам нужно открыть свою компанию. Каждая компания обязана иметь свой собственный офис, причем рассчитывается квадратура по этому офису в зависимости от количества человек, работающих в компании. И, соответственно, офис должен отвечать требованиям, под которые он открывался. Если вы хотите открыть компанию в Таиланде, у вас могут возникнуть определенные трудности. Большинству иностранцев сложно, потому что для них установлен достаточно большой уставной капитал. И если вы хотите открыть компанию, уставной капитал на одного иностранца составляет 2 миллиона бат. Тогда таких требований жестких не было, поэтому мы открылись буквально на 4 квадратных метрах при ресторане, небольшое совсем помещение, и это дало нам возможность зарегистрировать здесь компанию с уставным капиталом 4 миллиона бат. Вообще требование минимальное — это 2 миллиона бат для того, чтобы иностранец мог здесь работать и получить визу. Мы зарегистрировали компанию и в течение 3 месяцев получили рабочие визы. Вот. Первая рабочая виза, или бизнес-виза, она выдается на 90 дней, на 3 месяца, и это время нужно для того, чтобы подать документы и получить разрешение на работу. И только после того, как разрешение на работу получено, можно получить годовую бизнес-визу, то есть еще на, получается, 11 месяцев, 12 месяцев. Я получила рабочую визу, я, честно говоря, уже не помню, то ли год, то ли через 2. Я работала тогда в магазине продавцом, презентатором, потом стала менеджером, но в ковидные времена, естественно, магазин закрылся, и потом уже через год, опять же, еще в продолжение ковидных времен, я нашла уже другую работу, и здесь мне сразу сделали рабочую визу. You can work and you can have business in Thailand. It's okay. Very safety for you. Рабочая виза – самый главный плюс того, что ты
не боишься полиции, ты работаешь официально, ты не боишься, что тебя арестуют, что тебя посадят и так далее и тому подобное. То есть там, кто занимается там Border Run делают, там студенческие визы, там еще что-то, да, они не могут работать официально. То есть здесь любой труд, это без рабочей визы, это просто арест и депортация. И это идет через депортационную тюрьму, это многие знают уже ужасы этой тюрьмы, то есть это в Фейсбуке везде написано, уже фильмы даже снимались там и так далее и тому подобное. Я живу в Таиланде уже несколько лет. Вообще, Таиланд для меня это отличное место для жизни. Я рассматриваю его как страну для постоянного проживания. Кроме того, на данный момент занимаюсь инвестиционной деятельностью, и именно поэтому я обратил внимание на инвест-визу. Вообще, в чем особенность инвестиционной визы в Таиланде? Есть несколько вариантов, как ее можно оформить. Первый вариант, лично на мой взгляд, самый перспективный и выгодный, это приобретение здесь недвижимости. Если иностранец хочет получить инвестиционную визу и жить по ней в Таиланде от 1 года, он должен иметь в качестве инвестиций новую недвижимость, сумма которой должна начинаться от 10 миллионов бат, минимум. Привет, меня зовут Кайра. Я работаю в компании Highrise. Сегодня я хочу показать вам Wyndham Grand и Copacabana Coral Reef. Эти проекты хороши для инвестиций. В них есть квартиры стоимостью от 10 миллионов бат. Хотите посмотреть? Итак, это квартира с 2 спальнями и ваннами. 67 квадратных метров. Эта квартира продается уже полностью мебелированная. Кроме того, в ней уже будет встроенная кухня. Здесь будет все, что необходимо. Она должна быть новая, от застройщика, сроком сдачи не более 5 лет. Ну и плюс у вас должен быть чинот. Это свидетельство о собственности. Она подходит для тех, кто собирается здесь жить, но не работать в Таиланде официально. Либо вы можете приобрести эту недвижимость в качестве инвестиций на дальнейшую перепродажу, либо сдачи в аренду. Сейчас мы с вами находимся в проекте Wyndham Grand. Это будет последнее высотное здание в этом районе на первой береговой линии, на пляже Вангамат. Сейчас мы в квартире с 2 спальнями и 2 санузлами, площадью 75 квадратных метров, и давайте посмотрим на гостиную. Я думаю, что эта квартира отлично подойдет для тех, у кого есть большая семья. И вот так выглядит 2 спальня. Вы получите вот такой встроенный шкаф, он входит в стоимость. Смотрите, какой он большой. А еще давайте посмотрим на санузел, в котором есть ванна. И благодаря этому стеклу вы можете принимать ванну и любоваться видами из окна. А вот здесь расположена очень большая душевая, которая отделена такой же стеклянной перегородкой. Есть еще 2 варианта. Это покупка государственных облигаций и облигаций предприятий. И 3-й вариант – это открытие вклада в банке от 10 миллионов бат, но этими средствами денежными вы не сможете воспользоваться на срок визы, то есть сроком 1 год. То есть такая спокойная часть. Она играет. Она как играет. Ты можешь комбинировать. Играть то пунктиром, то прям та-та-та, та-та-та-та-та-та. Можешь сыграть. Я, честно, пытался вспомнить, как узнал. Тяжело было. Мне кажется, я узнал на ASEAN Now. Это такой форум для экспатов, англоязычный. RTL Visa, Long Term Resident Visa, у нее есть несколько интересных моментов. Первое, по ней можно жить 10 лет. Многие тайцы, кто сидят в аэропорту, да, на контроле, они иногда вообще не знают, что это такое. Виза настолько новая, и даже до сих пор
Сейчас получше, но вот первые разы, когда мы вылетали, они очень долго листали, то есть с непониманием, в смысле 10 лет, это вообще что такое. Долго перебирали вот этот свой печать, чтобы поставить дату выезда 2030 какой-то год. Первое. Человеку нужно быть достаточно состоятельным гражданином. У него должна быть собственность на сумму $1 миллион США. Второй момент. У претендента на эту визу должны быть ежегодные денежные поступления в размере $80 тысяч США. Если ты подходишь под ее условия, то эта виза, у нее просто никаких недостатков вообще нет. Она на долгий срок. 10 лет там с нюансами, но тем не менее. Потом главная ее киллер-фича — это 0% налога на доходы из-за рубежа. Есть специальный королевский указ, который отменяет какой-то пункт налогового положения, что иностранец должен платить налог. Вот он его отменяет, и там 0%. Смотри, тут есть, тут есть какие-то типа сырники. Да, ну давай я тоже возьму что-нибудь. I just love your English. So great. Your English. Enjoy. Have fun on the Thai. There's a Louisiana accent. Yes, it is. Этого нету страницы. Облом. Окей, как. То есть ты когда играл, вот эту вот, да, ты даже заглушал порталы. Ну, то есть музыку. Ну, я просто сейчас громко не включаю. Да, но музыку ее не так слышно, когда ты работаешь на иностранную компанию. Это, наверное, самый сложный вариант, потому что там в других типах иногда просто деньги показать нужно, а иногда, если это тайская компания, она тебе сама все оформит. Здесь ты для них черный ящик. Ты должен все подтверждать. Доходы, налоговыми документами, образование, компанию, и да, все это собирал сам. Там есть много людей, у которых доход от 40 тысяч долларов в год. По компании там есть нюанс. Нужно, чтобы компании был оборот за последние то ли 2, то ли 3 года 150 миллионов долларов. То есть многие имеют хорошие зарплаты, но просто работают в компаниях чуть меньшего масштаба, и они просто поэтому не проходят. Либо компания должна торговаться на бирже, то есть она должна быть публичной. Решение для вас и вашей семьи. 10-летняя возобновляемая виза долгосрочного резидента, которая поставляется с правом на работу в IT со специальными преимуществами. 17% ставка подоходного налога для профессионалов высокого класса, иммиграционные и вспомогательные услуги. Если вы имеете право на любую из 4 категорий, имеющих право на получение визы долгосрочного резидента, для вас откроются привилегии. Процесс у всех разный, у меня получилось 3 месяца. Да, в принципе, у них есть платформа достаточно удобная, они сделали сайт, портал чисто для тех, кто подает на эти визы. То есть там все удобно по типу наших госуслуг, но часто они дозапрашивают что-то, просят скорректировать, например, все должно быть переведено на английский, нотариально, что-то может не устроить, какие-то недочеты в налоговых документах, что-то с сертификатом компании, допустим. У меня было 3 дозапроса. Им диплом не понравился, нужно было что-то доперевести, по налогам были вопросы, и от компании, что, допустим, компания мне разрешает, что я работаю удаленно. То есть они прям требовали, чтобы была такая надпись, хотя это, по сути, формальность. Единый центр для получения виз и разрешений на работу в рамках программы по привлечению инвестиций в Таиланде. Долгосрочная виза резидента Таиланда – это отличная возможность сделать Таиланд вашим домом. Скажи, пожалуйста, а у нас та публикация уже разместилась? Да, первая публикация уже в сети. Но мы успели подготовить еще одну. Мы ее сегодня решили размещать? Я уже отправила на проверку. Элитную визу, или ее еще называют визу привилегий, получить достаточно легко. И получить ее можно не только в Таиланде, но и находясь в другой стране.
Ты просто прилетаешь, и тебе прямо в аэропорту ставят штамп, но в аэропорту Бангкока или Пхукета. Итак, по поводу элит-визы. Если иностранец хочет долго жить в Таиланде, элит-виза очень удобна, потому что по ней можно выезжать и заезжать неограниченное количество раз. Вы можете посещать свою и другие страны и без проблем возвращаться в Таиланд. Ты просто берешь свой паспорт, берешь билет, идешь через специальную стойку регистрации, идешь в лаунж-бар. Не нужно стоять в каких-то очередях, регистрировать дополнительные багажи. То есть все это делает за тебя компания. А еще VIP-трансфер. То есть не просто какая-то машина за тобой приезжает, а ты оформляешь трансфер в аэропорт, и из аэропорта по специальному консьерж-сервису за тобой приезжает VIP-машина на то количество мест, которое тебе необходимо. По элит-визе вы можете жить в Таиланде до 20 лет. Ты находишься официально в стране в зависимости от выбранной визы или на 5 лет, или на 10 лет. Я знаю, что еще делают на 20 лет, но там есть свои нюансы. А еще виза имеет систему бонусов в разных магазинах и ресторанах. Можно посещать спа, массажные салоны. А еще про иммиграционные условия. Если вы владелец элит-визы, благодаря этому вы получаете особый VIP-статус, который упрощает многие процедуры. Да, несмотря на то, что виза довольно-таки дорогостоящая, но это дает официальное право чувствовать себя в Таиланде как дома. То есть по факту ты покупаешь себе ВНЖ. И давайте поговорим про самую долгожданную диджитал-визу. Я расскажу о ней самые важные детали. Прежде всего, это виза, которую ждали многие иностранцы, которые живут в Таиланде и работают удаленно. Это 10-летняя виза, которая относится к типу LTR. Итак, эта виза позволит вам длительно проживать в Таиланде и работать удаленно, но одновременно с этим вы не сможете работать в местных компаниях или работать с местными клиентами. Виза очень удобная, она выдается сроком на 5 лет с возможностью продления еще на 5. Она, как и другие типы виз, распространяется на вашу семью, то есть ваши жены, мужья и дети смогут также легально проживать с вами в Таиланде. Но у этой визы также есть определенные требования. Стаж вашей работы должен быть от 5 лет, а годовой доход от $80 тысяч, либо от 40 тысяч, но с дипломом магистра и владением какой-то интеллектуальной собственностью, а компания-работодатель, так же как при других LTR-визах, должна иметь совокупный доход $150 миллионов США за последние 3 года.